Основная сюжетная линия игры Cryo успешно завершена, но в итоге, оказывается, есть и встроенный DLC или в простонародье дополнительные сюжетные кампании, некоторые из которых обычные побегушки, тир, сюжет и тому подобное. Не буду затягивать, приступим же. Начнем мы с вами с дополнения, которое называется Scrolls of Shy Moon версии 1.2. Дополнение из себя представляет абсолютно тупую беготню по храмам Египта, где ты решаешь головоломки, проходишь испытания, боссов, паркур. Как дополнение, где можно просто пострелякаться, идеально. А вот сюжет здесь чисто 2-3 строки, так что можно это дополнение не проходить. Саймон появляется в каком-то непонятном и жутком месте, переодеваемся в мой любимый скин и спидраним что из мочи. Если кратко говорить, то здесь примерно то же самое. Тоже что-то бегаешь, кого-то убиваешь, но даже так дополнение и вправду неплохое. Оно содержит в себе единый выдержанный стиль локации и хороший нарратив. Но сюжета здесь тоже кот насрал. Саймон ничего не понимает, проходит через все ужасы и кошмары, а заканчивается все тем, что это был всего лишь сон. Дефолт, что сказать. Мы с вами появляемся в подземке метро, ни хрена не видно, телефон сел, а на вооружение я взял себе только эти горящие палочки. И вот уже выходим на одну из улиц Стокгольма. Даже успели поймать очередной трип с бензопильщиком. Канава. Напоминаю, мы с вами находимся в канаве. Еще раз канава. Далее следует канава. И новая локация канава. И финальный босс мерзость. Просто один из рядовых противников игры, но ему приделали полоску хп. Что ж, теперь я наконец понимаю. Я бродил всю ночь, удивляясь тому, почему меня преследуют какие-то монстры, но это существо заставило меня вспомнить все. Я вспомнил, что совершил самоубийство. Я мертв. Ах да, и знаете, где я сейчас? В аду? Я вспомнил, что совершил. Я приговорен к бесконечному бегству в страхе. Навечно. Это моя пытка, мое нескончаемое наказание. Теперь никто и ничто не смогут это изменить. Вот и все. Как вы поняли, дополнение хоть так же, как и прошлое, выдерживало определенный нарратив, но я не смог выдержать все эти приключения по канаве на протяжении более 20 минут, и до сих пор удивляюсь, как я записываю это видео. Я прошел DLC на первую концовку, а остальные две узнавайте сами. Мне абсолютно не хотелось снова бегать по этим шахтам, чтобы узнать другой текст концовки. Большего внимания это дополнение от меня не заслуживает. Это была хорошая попытка сделать мини-приключение Саймона, но очень пресно. Очень. Полностью самостоятельная работа Андреаса Рёнберга. Эта карта является примером кампании для тех, кто хочет на основе движка и встроенных в игру текстур и механик сделать свою собственную кампанию или же полноценный мод. Говорить тут не о чем. Я один. Я запретил кому-либо навещать меня, потому что я должен был быть один. Моя болезнь лишь разрастается от всей этой заботы, изливаемой на меня окружающими. Я решил для себя, что должен умереть для внешнего мира, подобно тому, как мои ноги мертвы в отношении меня. Саймон просыпается на параше. Проходя весь этот лес, можно расслышать разговоры между доктором и Саймоном. Второй не хочет ничего слушать и, как вредина, просто хочет покончить все пулей в лоб. А мы в это же время уже не на параше, а в какой-то больнице, решая еще плюс 100-500 головоломок, выходим на волю, опять психоделика, но тут уже к нам присоединяется София, а мы прыгаем вслед за ней. Спускаемся еще ниже, лес с паркуром и снова встречаем Софию. И опять лес. Ну и заканчиваю все мини-боссом, где Саймон в буквальном смысле расстреливает все те вещи, которые ненавидит. Машину, которая сделала его инвалидом, та же инвалидная коляска, книга и пистолет. Босс побежден. Я выжил. Я снова разрешил посещение. Так приятно бывает видеть здесь Софию время от времени. Я вспоминаю о том, что значит быть нормальным человеком каждый раз, когда она входит в мою дверь. Ее глаза смотрят на меня без болезненной жалости или осуждения. Я уже никогда не почувствую себя в полном порядке. Но теперь все стало приемлемым. Прекрасно приемлемым. Только после этих слов стало понятно, а о чем же это дополнение было. Тут это дополнение можно назвать небольшим таким продолжением с концовки основной сюжетной линии, где Саймона все же продолжает терзать некоторые чувства, и он справляется. Он успешно справляется. Дополнение очень слабое по сюжету, не хватает там катсцен, какого-то текста, мыслей и прочего. А так, все это дополнение было интересно проходить, потому что человек, который делал это DLC, очень хорошо поработал над локациями. Однозначно рекомендую это дополнение.
В одном из очень темных вечеров Саймон решил куда-то отправиться, по итогу устал вести машину и остановился в одной из гостиниц далеко от дома, которая называется «Плачущий Бук». Входим в отель и по классике жанра за нами запирают дверь. Где-то подбираю ключ, где-то открываю дверь, где-то убиваю врагов, а по итогу нахер отсюда сваливаем. Мост рушится и снова выясняем, что это был сон. Дополнение интересно, но оно пиздец какое маленькое. Радует то, что автор дополнений и вправду постарался максимально, чтобы напугать играющего. А так, это все. Саймон связался не с тем дилером, отчего его ломало целых 2 месяца. Нужно искать, так скажем, по-модному дурь. Автор DLC очень красиво раскрасил антураж и поработал в плане текстур. Иногда встречаются другие модельки врагов, а иногда снова попадаешь в этот мир Afraid of Monsters. Спустя около часа беготни я напоролся на части игры, которые я не смог пройти. Видите ли, такая загвоздка. Когда я поднимаюсь на лифте, он должен упасть, а я выжить. А я просто умираю из-за того, что меня слегка подбрасывает наверх. Решить проблему я не смог, но в конце Саймон появляется у себя дома. Рассчитывать на сюжет в этом дополнении еще до этого не стоило. Но автор реально хорошо постарался над локациями, он сделал их на друг друга очень схожими по атмосфере, и само дополнение оказалось вообще не душным. Если бы не этот лифт, я бы прошел полностью дополнение. Еще раз скажу, дополнение топ, а вот сюжет очень скомканный. Дополнение «Изоляция» опять начинается с того, что Саймон просыпается в рандомном месте около леса. Oh fuck. Yeah, whoa. Get the fuck off me. Ну, актерская игра автора дополнения на высоте. Мне особенно понравилось, как он записывал и даже не обрезал клацание мыши. Зато локацию этот человек сделал реально красивую. Везде жилые дома, столбы с фонарями холодного оттенка. Ну, короче, путешествуем по этому населенному, так скажем, пункту. Как всегда, паркурим сквозь психоделику и финальный босс, с которым я справляюсь. Конец дополнения. О чем это дополнение? Про что? Никто не знает. Скажу только одно. Вполне неплохо. Если человек впервые сделал, то очень хорошо. Название дополнения уже говорит о его сюжете. Разумеется, Софи. То разборки дома, то какая-то психоделика, тюрьма, опять психоделика. И спускаемся опять в канаву. Проплываем, и это конец. Без комментариев, девочки. Дополнение, которое сделали 8 мапперов. Бегаешь по лесочку, до зомбаков убиваешь, проходишь все остальные ужасы и снова босс-пилильщик. А здесь у меня игра вылетела. Если говорить вкратце, дополнение вышло неплохим, но оно постоянно переплетается со вселенной Afraid of Monsters. Мне это вообще не нравится. Мне в принципе первый проект Андреаса не особо полюбился. Дополнение хорошее, можно спокойно проходить. В честь Хэллоуина некоторая часть фанатов и некоторая часть официальных разработчиков выкатила мощную коллаборацию. Тыквы, скримеры, новые мобы, ну и про локации тоже не забываем. Дополнение получилось очень хорошим, учитывая, что каждую главу делал отдельный человек. Но так как это дополнение про Хэллоуин, то кроме всяких пугалок и пизделовки зомби здесь нет. Все равно круто получить, а проходится чудо больше получаса. Саймон просто сидел на улице и резал вены. В один момент внутренний голос говорит с Саймоном и помогает ему в дальнейшем пройти всякие испытания. Из-за своей беспечности я сдох, а сохранение попадается в этом дополнении очень редко. Честно, у меня нет никакого малейшего желания и дальше стоять, ждать, пока этот голос скажет мне, что можно идти дальше. Потом я опять где-то протуплю и начну это все слушать заново. Дополнение получилось неплохим, но в какой-то степени душным. Вначале очень интересно, даже немного кажется, что это какое-то послесловие после полного прохождения игры, но дополнение оказалось больше шуточным, нежели серьезным. Это было последнее дополнение, которое было встроено в игру. Я бы мог бы везде размусолить, что, в какой момент я там что-то сделал и так далее, но я больше хочу поговорить о сюжете подобных картин, потому что за это мы и любим Крайофир. И да, и для таких любителей фурей и хорроров есть мой телеграм-канал, так что мигом туда или я заплачу. Есть такой человек, причем наш земляк, зовут его Валерий Ситников. В основном он занимается левел-дизайном и в объединении с несколькими людьми он создал серию дополнений к Крайофиру. И эти дополнения заслуживают отдельного внимания, давайте же начнем. Этот месяц ничем не отличался от предыдущего и от того, который был перед ним. И так на протяжении последнего года чувство зря прожитых дней не покидает меня. Мне вновь ввели лекарства, провели сеансы терапии, и так день за днем. Я даже не знаю, какой сейчас месяц. Эта терапия словно выебала мои мозги. Но моя книга, мой кошмар, который я пережил,
стала для меня спасением. В ней я построил свой мир, без аварий, без Пурнелла, без Софи. Обычная жизнь, которую у меня отняли. Все, что написано в книге, моя история. История начинается с какой-то левой больницы, и, по-видимому, Саймон здесь лечится. Происходит все то же самое. Нахожу оружие, убиваю монстров и самого Саймона, а именно книжного. И оказывается, у Саймона стыбзили его же книгу. Так уж получилось, что по лору книга Саймона очень могущественный артефакт, поэтому человека, который украл его книгу, нужно срочно остановить. Это был первый эпизод. Второй же эпизод начинается, как обычно, с психоделики, а именно с кровавых локаций. Разумеется, с монстрами. Ну и босс, конечно же. Начинаем третий эпизод. Тут уже локации самого Стокгольма, опять монстры, опять перестрелки и опять босс, а именно книжный Саймон. Да-да, опять он. Ну а после победы над ним, ничего не происходит, ни титров, ни катсцены. Про что этот был мод? Какой-то сюжет, что ли? Лично я рассматриваю это дополнение как портфолио или же практический опыт Ситникова в левел-дизайне. Сложилось такое чувство, что Ситников хотел прописать там какой-то сюжет, сценарий, субтитры вставить, но он просто в процессе на все это забил и выложил как есть. Ну, начну с того, что это буквально мои первые уровни, на которых я и изучал сам дизайн уровня. То есть, например, мой первый проект Survival Pack, это была просто переделка найденных исходников, чужих карт под режим выживания для игры Cryfire. А дальше я уже начал создавать полностью собственные уровни, и дальше уже пошли полноценные проекты, как Эпилог и прочее. И благодаря этим ранним проектам я получил весь необходимый опыт и навыки, которые как раз привели меня к ремейку Эпилога и релизу Jiki Tapes. Красавец, правда? Соскучился по мне? Я и не думал, что ты еще вернешься сюда. Решил навестить меня спустя столько лет? Или же тебе снова нужна моя помощь, я прав? Юноша, который был втянут в безвыигрышный бой за собственную жизнь, и психопат, контролирующий реальность с помощью рукописи. И между этими двумя их бывший лечащий доктор, желающий все исправить. Я ни в чем не ошибся. Но пока что даже не мечтаю об этом. Нынешний ты слишком слаб. Нам с тобой предстоит много работы. Но ведь я здесь именно для этого, не так ли? Добро пожаловать домой, доктор. Ты правда меня не помнишь? И этот дом тоже? Ты ведь постоянно ходил сюда раньше, чтобы набраться сил, спросить совета, сбежать от мира, от людей. Ладно, успеешь еще вспомнить, я подготовил кое-что для тебя. Используй кассету. Как вы поняли, в этом дополнении о комоде будем уже путешествовать за доктора Пурнелла. В чем прикол сюжета? В нем встроены 4 ключевых персонажа. Сам доктор Пурнелл, у которого все остается в приоритете задача спасти жизнь Саймона. Зверь, который является внутренним голосом доктора, или же его отдельная личность Джеки, укравший книгу у Саймона, и сам Саймон. История немного переплетается с прошлым дополнением Эпилог. Джеки украл у Саймона книгу, чтобы делать с ней всякие непотребства. Ну, как украл? Саймон решил просто ее подарить. Зачем? Не, реально, зачем? Это настолько тупо звучит. Короче, узнаем по ходу прохождения дополнения. Ситников очень постарался над локациями, ведь вначале мы снова появляемся в этой больнице, как когда-то я здесь и убил того доктора. Но правда в том, что вся больничка-то сгорела. Здание является заброшенным. Главным антагонистом всего DLC является Джеки, или же, если говорить его имя полностью, Ларс Бьорк. После того, как Саймон подарил Ларсу книгу, и тут пошло-поехало. Как я и говорил, книга Саймона работает как некий артефакт, который может влиять на мир по-своему. Из записок ясно, что Ларс был далеко не обычным человеком, а человеком с определенными убеждениями, идеями и, конечно же, странностями. Да и лечебницу он спалил с такими же, как он. Спустя еще несколько минут хождения по этой старой лечебнице снова босс, но только босс не обычный, а символизирующий сожаление. По-другому я не знаю, как убивать этого босса. Мы дома у доктора Пурнелла, и чтобы продолжить приключения, а также выяснить побольше сведений о докторе, нужно немного походить. Заходим в своего рода кинотеатр,
кинотеатр, где нам будут постепенно разжевывать всю подноготную доктора. Зверь объясняет нам, что доктора никогда не интересовало мнение окружающих, что всякие эмоции, бухаловки и прочие радости среди своих друзей больше доктора утомляло, чем приносило радость. Из-за того, что он не понимал всех этих радостей, решил призадуматься и коим хером стал психологом, чтобы получше понимать людей. Это то, чего ему не доставало. Из прошлого доктора зверь рассказывает, что в подростковом возрасте Пурнелл порешил одного человека ножом. Пурнелл постоянно отнекивался от инстинкта самосохранения, он не хотел принимать истину, которая заложилась в очень глубоких нетрах его разума, а именно «убей или будь убитым». Но чтобы спасти Саймона, доктору нужно справиться со всеми его страхами и бороться за свою жизнь. Итоговой разговорной затравкой была про детство или же прошлое Пурнелла. Пурнелл был одиноким человеком, и с раннего детства он начал разговаривать сам с собой. Голос, постоянно говоривший с Пурнеллом, обрел образ, личность и так далее. Короче, зверь говорит о себе, как он познакомился с Пурнеллом. И через некоторое время Пурнелл в связи с успешным продвижением в карьере психолога позабыл о своем внутреннем голосе, а вспомнил лишь тогда, когда выбора просто-напросто нет. Чтобы стать сильнее, чтобы преодолеть все свои страхи и потребности, Пурнелл снова решил прийти за помощью зверя. И чтобы доказать, что доктор и вправду стал сильнее, немного потренируемся с оружием в пару с монстрами прямо в кинотеатре. Разработка уровня — это довольно долгий процесс. То есть у меня разработка уровня минут на 15 в одиночку занимает 2-3 месяца. Как по мне, качественный уровень того стоит. В том, что я заменил всех людей на манекенов. Они создают у игрока легкое напряжение, и ему начинает казаться, что как только он отвернется, эти самые манекены начнут либо двигаться к нему, или вовсе кто-нибудь из них просто ждет удобного случая, игрок отвернется, чтобы напасть. Итак, забираем первую кассету и вставляем в кассетник. В ней Джеки, а.к.а. Ларс, рассказывает принцип работы своей новой книги, которую ему подарил Саймон. В ней описывается смерть самого Джеки, что ему, конечно же, не особо нравится. Путем экспериментов Джеки выяснил, что реальность возможно изменить, достаточно лишь внести некие правки в текст книги. Таким образом, пупом всего этого мира может заделаться сам Джеки, поэтому нас впереди ждут испытания от самого Джеки, преодолев которые мы сможем покончить с его деяниями. Первое испытание — некий спидран локации, чтобы дойти до босса. Испытание меня реально очень сильно утомило, душило и еще много таких же синонимов, но я не смог его пройти. Просто пока ты бегаешь по всей локации, нужно чудом заметить секретные комнаты, в которых спрятаны патроны для револьвера. Испытание успешно пройдено и убиваем босса-хранитель. Что основой игрового процесса у нас будет сложность и реиграбельность. То есть игрок с первого раза не сможет пройти ни одну из глав. Это позволяет игроку больше ценить победу и, собственно, добавляет этой самой реиграбельность. Игрок, который прошел модификацию, изучил все игровые механики на должном уровне, ему хочется перепройти мод заново, но на более высокой сложности. В создании визуального дизайна локации я основываюсь на атмосфере и то, какие эмоции должна дарить локация. Чем ближе игрок к финалу, тем хуже становится сам дом. Повсюду начинает появляться паутина, граффити, обои начинают сползать с стен и все такое. Позволяет держать игрока в напряжении и готовить его к тому, что вот он близок к финалу и что-то прям такое напряженное будет. Зверь продолжает поддерживать нас, и мы на верном пути. Следующее испытание начинается. Опять мы очухиваемся в лапах кровожадного Джеки. На этот раз испытание будет также на время, но только уже нужно убивать монстров. Продержаться нужно всего 5 минут, и как бы я ни старался, не убивал монстров, испытание заканчивалось моей смертью. И это уже второй камень на мой огород от разработчика, потому что, чтобы пройти это испытание, нужно прочитать все предыдущие записки. В данном случае их здесь 3. Их просто нужно прочитать, и волшебным образом откроется лифт. С одной стороны, я потратил около получаса на то, чтобы понять, как пройти это испытание, а с другой, Ситников придумал хоть что-то новое, хоть какую-то вещь, над которой нужно было задуматься и что-то сделать. Однозначно, у меня горит, но нисколечки не наскучило. Сваливаем нахер из этого места на лифте и чудесным образом оказываемся опять у себя дома. Зверь говорит, что финал близок и нас ждет последнее испытание. Доктор появляется в разломах Стокгольма, где придется изредка попадеть, поубивать монстров и раздобыть предохранители для работы лифта. Также могу рассказать про книжное пространство. Куски города, здания, машины и прочего левитируют в бездне. По моей задумке, то есть создает ощущение у игрока, что пока Саймон проходит свой путь, доктор, словно за кулисами, ему помогает. Нагнетание всего сюжета про пространство начинает уже совсем разрушаться и не просто левитирует, а буквально падает в бездну. Добираемся до места, где Джеки перепечатал свою книгу. Он сбежал, при этом зачем-то оставил рукопись с печатной машинкой. В рукописи написано, что как только доктор выйдет из этой комнаты, то умрет, и чтобы все закончилось хорошей концовкой, нужно перепечатать рукопись на свой лад. Я выбираю переписать историю. Оказываюсь снова в этих разломах книги, а далее доктор с
справляется со всеми своими страхами и борьбой за жизнь Саймона, чем зверь очень сильно недоволен. Убивая воображаемого Саймона и... Жертвуешь всем ради цели, несмотря на то, насколько она жалка и безумна. Ненавидишь себя, но все равно идешь дальше. По-другому не умеешь. Заперт в бесконечном цикле ненависти. Превозмогаешь, борешься. Вопреки всему отдаешь свою жизнь без остатка, ради малейшего шанса на достижение чего-то по-настоящему прекрасного. Легко никогда не бывает. Порой на смену юнцу приходит мужчина с неумолимой жаждой, с пламенем, способным менять целый мир. Хоть и гореть он будет совсем недолго. Иди, свет в себе храня. Люди ждут тебя. Я сам не понял, о чем эта концовка. С чего вы меня-то спрашиваете? А вторая концовка достигается выходом из этой комнаты, в которой была рукопись. Доктор погибает, а Саймон продолжает печатать свою книгу. Моя задумка сюжета состоит в том, что игроку необходимо немного постараться, чтобы собрать хронологию событий из записок и аудиозаписей. После первого прохождения игрок получает ответы только на часть вопроса. Ответы на остальные игрок должен уже искать сам путем перепрохождения мода, читая записки, слушая аудиозаписи уже с новым контекстом. А в концовках раскрывается только судьба доктора. То есть пожертвует ли он собой ради сюжета рукописи или даст бой самой истории в финале и получит хорошую для себя концовку. Я выражаю большую благодарность за этот непомерный и качественный вклад в сообщество игры уважаемого Валерия Ситникова. Скажу честно, только последняя его работа мне очень понравилась. Мод и вправду получился очень хорошим, с катсценами, с реальными актерами озвучки, персонажами и локациями. Из трудностей при разработке упомяну про прям сильное ограничение движка GoldSource. То есть движок 98 года, движок первого Half-Life. То есть даже несмотря на то, что локации в моде могут показаться вам маленькими и компактными, все они используют максимум игровых ресурсов движка. То есть, если добавить на уровень еще 2-3 модели или парочку брашей, то игра просто-напросто будет вылетать. Упомянул проблему с катсценами. На движке Google Source их анимировать и выверять было прям гораздо сложнее, чем на том же Unreal Engine. Это была просто огромная и комплексная работа. За их создание отвечал мой помощник Никита Шеваляев. Он проделал просто невероятно огромную работу. Я же только режиссировал эти самые катсцены. То есть изначально у нас было около 4 месяцев, но потом пришлось продлить еще 2 месяца на доработку уровней и создание этих как катсцен, и добавить еще 1 месяц на фикс всех найденных багов. Все уровни играются целостно, и ни одна из них не выбивается из геймплейного потока или сюжетного нарратива. Поэтому даже с небольшими сроками и командой в 2 человека я горжусь получившимся результатом. Ситников проделал очень большую работу над всем этим, и это, пожалуй, был самый лучший мод на Cryofear из всех, что я проходил. Единственное, что мне по итогу не понравилось, это концовки. Приключения Саймона заканчиваются здесь и сейчас. Это была последняя часть сюжета всей вселенной Cryofear. Да и про подписку на канал не забудьте. Такого, как я, вы все равно на ютубе не найдете. На этом все.